Продолжение террористической тактики. После недельной паузы агрессор снова бьет по Киеву. Никто никуда не летит, никто никуда не едет. Украинские дроны парализовали не только аэропорты. На помощь ВСУ под видом добровольцев приедет иностранный корпус. Планы какого государства раскрыли в Москве? На Россию надвигается цунами. Цунами увольнений и сокращения зарплат. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Шахеды, баллистические и крылатые ракеты. Москва нанесла очередной массированный удар по Украине. Основные цели – Киев, Харьков, Ивано-Франковск. В столице Украины в результате атак возникли пожары в 4 районах города. Повреждены жилые дома, магазины, детский сад и станция метро. Це було дуже страшно. Коли прилетіло, було дуже багато диму, пилюки. Российские агрессоры продолжают применять тактику повторных ударов, которой давно пользуются террористы, чтобы нанести урон спасателям. Обстрілювали всю ніч. Навіть коли приїхали рятувальники, то вони спускалися з нами в укриття, бо нас обстрілювали все одно. Глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко сообщил о гибели 1 человека и 6 раненых. Во втором по величине городе Украины также были зафиксированы многочисленные взрывы. Самой крупной атаке за время войны подвергся Ивано-Франковск. Пострадали 4 человека, среди которых ребенок. В 2 районах области горели частные дома, гаражи, автомобили на открытой стоянке, производственно-складские помещения. К сожалению, ударов было очень много. Спасибо ПВО, всем, кто приобщен к обороне города Ивано-Франковска. Это самая масштабная атака с начала вторжения. Атакам также подверглись Запорожье, Сумы и Днепропетровск. По данным воздушных сил Украины, агрессор использовал более 400 шахедов и дронов-имитаторов, а также 24 баллистические и крылатые ракеты. Украинские защитники сообщают, что 427 целей было сбито или подавлено. Шарно по железке бьют. В ночь на 21 июля беспилотники атаковали несколько ключевых железнодорожных узлов в России, включая станцию Каменоломни в Ростовской области, крупнейшее вагонное депо региона. Исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь подтвердил массированную атаку дронов. На данный момент БПЛА уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске. В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. На видео очевидцев последствия выглядят чуть иначе. Осколками полностью все поколочено. Станция Каменоломни обслуживает как пассажирские электропоезда, так и значительные грузопотоки. В пресс-службе Северокавказской железной дороги уточнили, что в результате удара на станции вспыхнул пожар, тушить который пришлось с помощью пожарного поезда. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются 26 пассажирских составов. Это уже второй случай за 3 дня, когда атаки украинских дронов останавливают железнодорожное движение в Ростовской области. 19 июля беспилотники повредили контактную сеть на перегоне Лихая-Замчалово. Сначала в РЖД предупреждали о задержке 50 поездов дальнего следования, однако позже это число выросло до 132. При этом некоторые рейсы отставали от графика на 15 часов. Среди них были поезда в Крым и из Крыма. При этом пассажиры задержанных поездов жаловались на сильную жару, неработающие кондиционеры и нехватку воздуха.
Кроме того, дроны в очередной раз парализовали авиасообщение. Во время налета в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский вводились ограничения на прием и вылет самолетов. Ограничения действовали около 3 часов. В Шереметьево были отменены десятки рейсов. Как думаете, до 1000 пассажиров в аэропортах и опаздывающих поездах начинает доходить, что нападать на соседей плохо? Пишите в комментариях. Слова Ильхама Алиева в поддержку Украины взорвали сообщество российских турбопатриотов. Z-блогеры грозят Баку войной, называя заявление главы Азербайджана враждебным и русофобским. Баку стремительно превращается в филиал НАТО и осознанно идет по стопам Украины. Азербайджан готовится к войне с Россией. Юрий Подоляка заявил, что Алиев принял линию на эскалацию, и только показанная ему сила может заставить его с нее свернуть. На фоне откровенно враждебных заявлений Азербайджана Каспий может вскоре стать еще одним театром военных действий. Близкий к Минобороны РФ канал «Рыбарь» написал, что своими высказываниями Алиев усугубляет антироссийский курс, который стал очевиден после крушения самолета «Азал» и задержаний членов диаспоры в Екатеринбурге. Посмотрим правде в глаза. Конфликт с Баку в той или иной форме неизбежен. Выпускник и бывший лектор МГИМО Алиев отлично понимает, какой эффект производят его слова. Азербайджан открыто и публично занял русофобскую позицию, и чем раньше мы начнем готовиться к конфликту, тем лучше. А блогер Владислав Поздняков призвал ударить орешником по центру Баку. В свою очередь военкор Дмитрий Стешин допустил открытие Азербайджаном второго фронта на Каспии. Прокремлевский политолог Вадим Трухачев развил эту мысль. Думаю, прямо воевать с Россией Азербайджан не станет, но под видом добровольцев он может послать крупное воинское соединение на помощь ВСУ. Собственно, в Баку уже хоронили с почестями азербайджанцев, воевавших за Украину. На заявление Алиева отреагировали и в Совете по правам человека при президенте РФ. Член СПЧ Кирилл Кабанов призвал провести ревизию всех финансовых потоков, идущих в республику, и лишить влияния олигархов с азербайджанскими корнями и диаспору на всех уровнях. Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев на медиафоруме в Шуше передал украинцам пожелание никогда не соглашаться на оккупацию и не сдаваться. Кстати, как думаете, может ли появиться корпус азербайджанских резервистов на фронте на стороне ВСУ, как это предположил политолог Трухачев? Пишите в комментариях. На Россию надвигается волна увольнений. Число компаний, планирующих сокращать сотрудников, с начала года увеличилось почти вдвое. Если в январе доля таких организаций составляла около 7%, то в июне их было уже почти 12%. И это официальная статистика Центробанка. Чаще всего о намерении уволить часть сотрудников сообщали компании, работающие в сфере добычи полезных ископаемых, машиностроения и фармацевтики. В качестве одной из причин они указывали снижение спроса на продукцию. В этих условиях отдельные компании уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости, предоставляют внеплановые отпуска. Но надвигающаяся волна увольнений не единственная. Ранее опрос компании «Актион Бухгалтерия» показал, что каждое 6-е предприятие в России собирается снизить заработные платы персонала в ближайший год. А опрос SEO Барометр показал, что треть российских компаний заявляют об ухудшении внутренней ситуации на фоне замедления экономики. Показатель стал самым высоким с начала полномасштабной агрессии. Негативные тенденции в этом году чаще всего отмечают представители горнодобывающей, тяжелой химической промышленности, нефтегазового сектора, а также энергетики и транспорта. А кто-то говорил, что санкции только на пользу. Может, пора завязывать с войной? Что думаете? В Афганистане снова бьют тревогу. Десятки женщин задержаны талибами за неправильный хиджаб. Массовые аресты проводят в Кабуле, в том числе в самых людных районах и даже в торговых центрах. Вопрос, куда увезли женщин, остается без ответа. После захвата власти талибами строгие правила для женщин стали еще жестче. Запрещено появляться на улице без полного закрытия лица и тела, а любые отклонения от норм теперь караются задержаниями. Эти меры стали частью
закона о добродетели и пороке, который действует с августа 2024 года. И под угрозой любые проявления неприличного поведения. Он уже не раз фиксировал случаи произвольных арестов и запугиваний женщин. Талибы уверяют, что они просто проводят беседы, но кто будет слушать, когда за этим скрываются тысячи жизней, загубленных жестоким режимом? Среди тех, кто спасает жизни украинских граждан во время обстрелов, есть и животные. Жительница Києва рассказала, как выжила благодаря померанскому шпицу. Вона дуже сміливо кидалась на шахеди, дуже сильно лаяла і завжди попереджала за 30 секунд до удару. І тому це насправді давало нам час згрупуватись. Ось, тому названа на честь нашої мрії, така ж смілива. Ось, і така ж незламна. Тому зараз підемо, все, будемо займатися, відбудовувати свою квартиру. Смаколики і жити. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.